Представьте, что вам нужен йогурт. Вы идете по улице и видите два магазина. Один обычный супермаркет, второй Вкусвилл. Куда вы зайдете? Готова поспорить, что вы выберете Вкусвилл, поскольку вы уже знакомы с этим брендом, вы знаете, что он славится свежей и качественной продукцией, и у вас есть бонусная карта этого магазина. И совсем не важно, что цена на йогурт будет выше, чем в обычном продуктовом. В этом и заключается смысл коммуникационной стратегии. Разберемся с определением. Коммуникационная стратегия позволяет установить отношения между компанией и клиентом. Без налаженного контакта клиент быстро потеряет интерес к фирме. Общаясь с клиентами, вы регулярно напоминаете о себе. Таким образом растет узнаваемость бренда, а также число продаж. Благодаря коммуникациям растет также доверие к бренду, ведь люди всегда предпочитают знакомый бренд неизвестному. Важный ориентир для маркетолога при создании такой стратегии – это, собственно, интересы потребителя. Такие нюансы скрывают множество подсказок для маркетолога. Они помогают понять, какой формы должен быть кусочек пазла, чтобы он грамотно встроился в систему ценностей потребителя. Как же создается коммуникационная стратегия? Давайте разберем это на примере одного из наших клиентов клубного дома Concept House. Прежде всего, необходимо создать уникальное торговое предложение, в котором будут освещены ваши основные преимущества. Задача УТП – показать, чем ваше предложение отличается от предложения конкурентов. Главный конкурент нашего клиента – это клубный дом Гришина 16. Его основные преимущества в следующем. Высокий уровень продаж. Комфортные офисы продаж, где вы можете посмотреть буклеты, а также макет вашего будущего дома. Также вам предложат чай, кофе и сладости. Конкурент сотрудничает со Сбербанком и предлагает ипотеку по сниженной ставке. Также вы можете посмотреть стоимость парковки прямо на сайте. Дом имеет удачное расположение, все инфраструктурные объекты находятся в шаговой доступности, также планируется строительство спортивных и детских площадок на территории. А теперь посмотрим недостатки. Конкурент не планирует делать подарки новоселам, а также у него отсутствует планировочное решение и дизайн. Стоимость квартир в Concept House выше, чем у его конкурентов, поэтому наша задача была найти такие преимущества, которые могли бы оправдать его цену. Мы разработали следующее УТП. Клубный дом расположен на западе Москвы в престижном зеленом районе. Это тихое место в сложившейся застройке. Также дом удален от транспортных магистралей. Неподалеку от клубного дома находится пруд, окруженный древесным массивом, детские сады и школы, а также крупный центр здравоохранения. Далее необходимо сегментировать целевую аудиторию. Важно определить, кому будет интересен ваш продукт. Какого они пола, сколько им лет, где они живут, а также сколько они готовы отдать за ваш товар. Анализ бизнеса и ниши Concept House показал, что его целевая аудитория – это люди с высоким заработком, предприниматели, топ-менеджеры и инвесторы среднего возраста, от 30 до 45 лет. Для них большую роль играет функциональность, техническая обеспеченность, уровень жизни и благоустройство территории. Когда собрали всю необходимую информацию, настало время сводить одно с другим. Задача маркетолога – разработать схему, при которой свойства товара отвечают потребностям клиента и удовлетворяют их. У клиентов Concept House мало времени, поэтому мы предложили ввести услугу выезд менеджера. Она предполагает выезд агента непосредственно к клиенту. Как мы уже говорили, цены ЖК сложно назвать конкурентными. Именно поэтому мы разработали серию акций для установления контакта с аудиторией. Квартира плюс скидка на машину место. Машина место в подарок при покупке пентхауса, беспроцентная рассрочка 50% стоимости на 6, 12 и 18 месяцев, скидка инвесторам и при покупке безналичным расчетом, беспроцентная рассрочка на покупку машины места, первоначальный взнос 10% и другие. Теперь, когда все готово, нам необходимо зафиксировать все данные в медиаплане. Мы определили рекламные каналы, какого типа объявления будут на них демонстрироваться и с какой частотой. Медиаплан должен опираться на все те данные, которые мы озвучили выше. Именно тогда он будет наиболее эффективен. Коммуникационная стратегия требует учета большого количества показателей. Очень сложно учесть все нюансы без профессионального опыта, навыков и знаний. Мы поможем справиться с этой задачей и разработаем план взаимодействия с клиентами, который приведет вас к нужному результату.